В горячей печи пекарь пек калачи. Испеки пирог в печи, не перепеки, да начиночку перчи, не переперчи. Разрабатываю речевой аппарат. Просто сегодня эти слова будут звучать максимальное количество раз, потому что я буду печь пирог в паровой печи Panasonic. Новая скороговорочка. Итак, паровая конвекционная печь модели NUSC300B будет сегодня помогать мне в совершении кулинарных экспериментов. Эта модель новинка, как и сама категория паровых печей. Она не встраиваемая, а отдельно стоящая. Если присматриваешь себе такую, обрати внимание на габариты. Для нормальной работы печи необходимо, чтобы была хорошая циркуляция воздуха, а для этого нужно обеспечить пространство над печкой минимум 20 см, не менее 5 см слева, 10 см справа и сзади. Также не рекомендуется ее устанавливать рядом с газовой плитой и раковиной. И еще раз обращу твое внимание, ее нельзя встраивать в шкафы, поэтому приготовь заранее побольше места на своей кухне для этой барышни. После несложной установки печи, но обязательно с учетом всех требований техники безопасности, можно начинать кулинарить. Способ приготовления перегретым паром температурой свыше 100 градусов – это новый уровень в приготовлении еды. Частички воды наноразмера проникают глубоко в пищу и обеспечивают быстрый результат. Производители обещают, что блюда будут сочные, хорошо проготовленные внутри, с зажаристой корочкой снаружи. Мясо приготовить в обычной духовке у меня получается, а вот бисквит очень редко. Он то сгорает, то остается сырым внутри. Так что буду готовить бисквит, и если получится, эта печь волшебница. Пеку сегодня бисквит прям по книге инструкции от печи. Ты же можешь найти его в описании к этому видео. Смотри, объем печи большой, 30 литров. Если нужно приготовить высокий пирог или, например, целую курицу, переставляю противень вниз, и вот сколько места получается для блюда. Предостаточно. Так как приготовление происходит с помощью пара, нужна жидкость. И вот тебе, пожалуйста, резервуар. Достаю, наполняю очищенной водой и помещаю обратно. Но, конечно, пища не впитывает в себя весь пар без остатка, поэтому нужно установить еще и водосборник, иначе не будет работать. Умненькая. Готовлю свой бисквит в автоматическом режиме для бисквитов. Для выпекания теста печь должна быть предварительно разогрета. Это уже предусмотрено режимом. И вот она греется. О готовности к выпеканию сообщит звуковым сигналом. О! Слышишь? Противень с тестом устанавливаю в среднее положение и включаю. 17 минут мой бисквитный пирог будет выпекаться. Кстати, в комплекте вместе с печью ты получишь 2 таких вот противня и 2 решетки. Вкусно. Вроде удался, но не подгорел точно. И внутри хорошо пропекся. И из него можно собрать тортик, пироженки или закрутить с кремом в рулет. Смотри, тут есть 30 автоматических режимов на все случаи жизни. 30 режимов. Большинство из них стандартные, классические, но вот некоторые из них меня особо заинтересовали. Например, яйцо к завтраку. А приготовлю я его еще и интересным способом. Яйцо предварительно замораживаю на протяжении 2-3 часов. Достаю из морозилки, подставляю под горячую воду на 10 секунд, очищаю от скорлупы и нарезаю кольцами. Противень чуть смазываю маслом и располагаю на нем будущие маленькие глазуньи. Отправляю в печь, предварительно выбрав необходимый режим. 9 минут понадобится на приготовление. Смотри, какие маленькие и миленькие они получились. Хорошо подойдут на бутерброды или просто для деток. Еще один режим, который мне так хочется затестить – приготовление пельменей замороженных. Мечта. Тут мне понадобится противень и металлическая решетка, которую нужно смазать маслом. Равномерно распределяю пельмешики, устанавливаю их в среднее положение и не забываю добавить в резервуар воды. Теперь включаю 5-й пункт автоматического режима. Выбираю, один у меня противень с продуктом или 2. У меня 1. И включаю. 15 минут будут вариться или париться. В общем, готовятся пельмени. A few moments later. Пельмешули готовы? Угощайся.
Ну и, конечно, можно готовить не только в автоматических режимах, но и настраивать вручную, выбрав самостоятельный режим приготовления. Гриль, тушение, конвекцию, паровую конвекцию, один из 3 режимов приготовления на пару, Healthy Steam или Healthy Fry, настроив необходимую температуру и время приготовления. Но мне кажется, для начала автоматические режимы подойдут идеально, а вот потом с появлением опыта уже можно экспериментировать и настраивать вручную. Итак, завершив свою кулинарную сессию, достаю водосборник, сливаю жидкость и споласкиваю его. Также поступаю с резервуаром, в который я заливала очищенную воду. Кроме ручного ухода можно почистить печь автоматически, выбрав режим стерилизация, удаление запахов, очищение камеры, просушивание или очищение системы подачи воды. Что еще хочу сказать об этой печуле? Дизайн современный. Фасад выполнен из глянцевого черного стекла. Дисплей сенсорный. Под ним слева расположена эргономичная ручка. Открытие двери горизонтальное. Открывается легко и плавно. Защита от детей само собой предусмотрена. Энергоэффективность данной модели класса С. То есть, несмотря на ее мощность, ты не будешь получать бешеные счета за электроэнергию. Подводя итог, хочу сказать, что эта инновационная паровая печь позволит готовить быстро, вкусно, даже если ты чуть-чуть тюлень, и главное, полезно. Ну что, спасибо за просмотр, лайкайте, подписывайтесь на YouTube канал и не забывайте заглядывать на наш канал в Телеграме. До встречи в следующем видео.